무슨 증상을 보셨죠? Что у меня все время сдвигает шея в одну сторону, что это идет ухудшение во время стресса. Вот шея, получается, голова поворачивается все время в одну сторону и уходит все время вперед. Изменение мышечной массы, асимметрия лица на 30%, я так думаю, может быть больше. Что сильнее заметно, когда я поправляюсь. Потому что я это не контролирую, что я не понимаю, что у меня голова в другую сторону уходит. Я думаю, что все хорошо, а на самом деле я сижу вот так перед человеком. 디스토니아라는 진단을 받았습니까? В больнице. В России, да. Да? И кривошея. 이게 몇 살 때서부터 그러는 거죠? Ну вот с рождения то, что родители стали замечать. Скажите, что кесарили маму, что я не в естественных родах. Что когда мне было 2 года, приходил педиатр и сказал, что все в порядке, чтобы родители не выдумывали. Но как вот я росла, как я играла, как я сидела, родители видели, что у меня все время голова забегает. И по одежде тоже это было заметно. Что у мамы было кровотечение, и меня вытаскивали. 안면 비대증이 턱이 왼쪽으로 살짝 틀어져 있네요. 맞아. 평상시 턱에서 소리가 나거나 불편한 건 없습니까? Боли нет, боли нет. В спине есть боль, в поясничном отделе. То, что вот доктор смотрел, то, что у меня там нет прогиба, допустим, вот в пояснице. Это отсутствует. И я уже чувствую, что я уже не могу так выпрямиться. То, что я вам говорила, с окостенением, то, что время проходит. Вот. Но, опять же, из-за того, что сидящий образ жизни, когда я много сижу, да, у меня болит спина, сустав нет. 허리가 아프진 않습니까? В области поясницы. 현재 제일 불편한 게 첫째 뭡니까? Кривошея. Кривошея и асимметрия лица. 거기에 어떤 스파즘이나 통증이 그런 게 Нет, то есть я могу шеи, да, у меня там может быть ограничено, то есть я чувствую, что в одну сторону я могу вот так на максимум повернуть, в другую я не могу на такое расстояние. То есть, опять же, мышцы по-разному у меня тянутся. 이게 체크한 게 총 58개나 해당이 됩니다. 증상이 대부분 척추와 연관된 증상입니다. 한마디로 척추가 정상이라면 있어서는 안 될 증상들입니다. 이 척추 구조를 무너뜨리는 원인이 턱관절의 불균형이 있기 때문에 그렇습니다. 3가지 검사를 통해서 3가지 특징을 확인하겠습니다. 첫 번째, Cervical Dystonia. This point C1, TP, Transverse Process. 두 번째 검사는 제가 경추 회전 제한 검사를 합니다. Right shoulder, 오케이. 마지막으로는 양쪽 측경부를 눌러봅니다. Left side normal, left tension. C1, 2, 3, 4를 라인 시켰는데 느낌이 어떻습니까? Очень хорошо. 디스토니아 증상이 누워있을 때도 발생합니까? Мне кажется, да. 앉아있을 때는, 서 있거나 걸을 때는. Да, когда говорю в движении, общаюсь с людьми, да. 오늘 컨디션이 어때요? Болит шея с левой стороны. Но скажите доктору, что я не расстраиваюсь, что я понимаю, что это последствия лечения, после, мышечная нагрузка и зубы внизу немножко. 허리 통증은 어떻죠? Меньше. Легче стало ровно держать спину. Я даже когда иду, я вижу, что я не так сильно напрягаюсь. 고개 돌아가는 거는? Вот так как я все время одна, я не знаю, никто мне не может сказать. Я не чувствую. 그동안 어땠어요? Хорошо. Мне теперь, скажите доктору, что мне теперь кажется все время, что у меня шея немного даже вправо уходит, и что первые 4 дня после лечения мне казалось, что у меня голова как будто не на месте, но это связано с тем, что центральный компьютер не понимал, что он мне выставил позвонки, и что все хорошо. 고개가 돌아가는 그 정도가 처음에 비해서 얼마나 줄었느냐? Улучшились, потому что влево, мне кажется, я вообще теперь голову не наклоняю. Ну а сейчас вы же сказали, что у вас наоборот вправо идет. Вправо, да. Но вообще в целом результат лечения 70% лучше, я бы сказала. Если мы смотрим основную проблему, с которой я сюда приехала, 70%. Будет еще лучше. 너무 짧은 시간에 많이 좋아져서 축하한다. Спасибо. But during 2 days already. Скажите, что у меня сильно болит голова. Спросите у доктора, почему он считает, почему болит голова. Обычно же она болит из-за защемления нервов
Мы же наоборот мышцы расслабляем. Почему так происходит? 대부분 치료시 나타나는 변화반, 신체 변화반 중 하나가 조절부터 이상이 탐색이면 사라진다. 겉으로 드러나는 게 잘 안 보여서 좋아지는지 안 좋아지는지 잘 모르겠는데 요즘 몸 상태가 어떻게 변화가 있습니까? Хорошо. У меня прошла головная боль, и мне все-таки кажется, что голова где-то больше забегает вправо, наверное, но влево я не вижу, чтобы она забегала. Скажите, что когда я... Sorry, доктор. Что хотел сказать доктор, я его перевела. Что когда я разговариваю с мамой по скайпу, она сказала, что положение головы ровно и что плечи у меня расправились. Родители видят изменения на расстоянии. My parents are happy. Me too. 저는요, 그래서 뭐 긴장되거나 고개 돌아가는 걸 한 번도 본 적이 없어서 많이 궁금했습니다. Но это сейчас я очень расслаблена. Я когда сюда ехала, я много работала над собой, что вот все на релаксе, никакого стресса, и мне помог. Скажите, что да. Пациент чувствует, что да. Направо. Прямо. 다시. Лево. Прямо. Вниз. Прямо. Вверх. Прямо. 워킹과 러닝 시도 고개가 돌아갑니까? Скорее вперед она уходит. Я смотрю в отражение витрин, да, и я вижу, что немножко вперед. Да. Сильная головная боль вернулась. Вчера вечером, и вот сегодня всю ночь, и 어지럼증. нет, тошнота есть. 지난주에 비해서 이번 주에 어떤 더 변화가 있나요? Да, после последнего сеанса прям хорошо, у меня ушла головная боль. Скажите доктору большое спасибо за это. 평소 아픈 허리는 어떻지? Нет боли. 그러면 전체적으로 아웃 오브 10에서 한 몇 프로 정도 개선됐을까? Но если не считать вчерашний инцидент, я бы сказала, наверное, уже на 80%. Скажите, что то, как я чувствую вообще свое тело, мышцы, напряжение, вообще все по-другому. В лучшую сторону только. 여기 처음에 왔을 때 체크한 게 58개 불편 증상이 있었는데 그게 사라진 것들도 많이 있습니까? Которые вас беспокоят. Исчезли. Да. 한 달 동안 좀 어떤 치료가 만족했는지 부족했는지 궁금합니다. На 100%. 근데 지금까지 이제 고개의 통제력은 한 몇 프로가 개선이 됐고 뭐가 남았는지 궁금합니다. Вообще, осанка, я хочу сказать, что я себя чувствую полностью другим человеком. То есть раньше я бы сидела вот так. И это было мое вот эти вот сгорбленные плечи, постоянно вот здесь вот это как спина колесом, то есть, ну вот так. Сейчас я уже чувствую, что it's in my head that I want to sit like this. 고개 왼쪽으로 돌릴 때 약간 불량하다고 그런 것은 현재 얼마가 남아 있습니까? 얼마가 좋아졌고? Вообще мышцы полностью обновились. После кручения головы, после упражнений все намного проще и легче. И вообще сама шея, я говорю, как будто я новый человек. Сейчас как бы поворот налево нормально, как бы нет проблем вообще, да? Ну вот, максимум, что могу повернуть. 이 디스토니아로 이게 긴장 수축되고 그러는 게 한 몇 프로가 좋아졌고 몇 프로가 남았니? Я вот на данный момент бы сказала 75%. Улучшение, Да. да? Получается 25% осталось. Ирлан, скажите доктору, что первые мои дни в клинике очень многие пациенты подходили и спрашивали, почему я тут, потому что люди не понимали, в чем моя проблема. На самом деле я очень сложный пациент. У меня помимо моей кривошеи проблемы с искривлением таза, то, что доктор увидел на первом сеансе, у меня была десвиация нижней челюсти и асимметрия лица. То есть это вещи, которые анатомически исправить очень сложно. 평소에 허리 아프던 거, 또 신경이 예민하고 짜증이 잘 나고 하던 것도 좀 좋아졌는지. Исчезли, Сейчас, улучшились. на данный момент, я чувствую, допустим, боль в спине, она у меня есть, но это не та боль, которая была. То есть это боль, которая исходит не из-за моих проблем со здоровьем, это боль, наверное, после копинга, после физических упражнений, мышцы находятся в тонусе. Ну, и я рада, что так болит, потому что это результат. Ну, наверное, первую неделю, я бы сказала, 10 была из-за боли. Сейчас я потихонечку успокаиваюсь. 그리고 이제 두통, 편두통은 없는지. Прекратились. После того, как доктор со мной позанимался, вообще все ушло. Да. Скажите, доктор, ну, наверное, читал мою историю, то, что, несмотря на то, что я из врачебной семьи, и у моих родителей очень большие связи, никто из докторов не мог мне помочь с моей проблемой. И
Вот эта поездка, просто доктору огромное спасибо, что он подарил мне шанс на новую жизнь. FCST is abbreviation of Functional Cerebrospinal Therapy. It is treatment to control whole body's yin-yang balance through balancing TMJ. The purpose of balancing TMJ is upper cervical alignment, spinal alignment, nervous system stabilization, and natural healing of body. That is to say that FCST helps to open up the blood channel that connects brain and body, realigning the spine, stabilizing nervous system. What factor causes misalignment of spinal structure? The answer is in C2, which is the one and only central axis of the spine. Then why is the C2 important? Human body has 24 vertebrae, which includes cervical, thoracic, and lumbar. Of all these vertebrae, there is only one vertebra with an axis, the C2. Our body is affected as axis C2 is distorted. When the axis C2 is distorted, the LSC1 is also immediately distorted, and the rest of the vertebrae in the spine will soon follow, as will the pelvis and cranial bones, like in the domino effect. Consequently, it will lead to the cranial structure fixation and the restricted flow of cerebrospinal fluid. Then, there will be problems on the circulation and central nervous system. What factor causes misalignment of axis C2? The answer is imbalance of TMJ. Once the C2 are distorted due to the TMJ imbalance, the entire structure will follow and distort. And this will negatively impact on the brain-body communication through restriction of foramen magnum as well as restriction of jugular foramen, another opening in the base of the skull transmitting veins and arteries. When the TMJ disc space is normalized through TMJ balancing therapy, C2 is aligned as well as the size of foramen magnum is normalized. I've explained in what aspect I see the disease and its principles and concepts. I put everything in one diagram for the summary. For the better understanding, I rotated the horizontal diagram in the previous slide into the vertical diagram. The treatment applied to the higher rank can be the treatment in the lower rank. In the lower rank, more specific therapies are applied. I consider balancing TMJ as top priority factor to resolve structural problems. For the TMJ balance, I make use of intraoral devices as our main treatment. There are two types of intraoral devices used for balancing TMJ. CBA is disposable custom-made intraoral balancing appliance which allows balance of TMJ at the optimal free weight space to the individuals until deflection. The purpose of CBA is to align C2 at all times through balancing TMJ in relation to maxillary and bodily posture. TBA and OBA are intraoral devices for keeping TMJ balance stable after the use of CBA when deflection has occurred, and keeping C2 in aligned position and stabilization of occlusion and mandible. I apply a wide range of therapies other than TMJ balancing therapy. These therapies are applied for structural alignment. There are upper cervical and spinal alignment technique, spine balancing therapy, craniosacral therapy, and disc decompression balancing therapy. There are other secondary therapies as well. Depending on individual's condition and need, I apply different types of secondary therapies like as acupuncture, cupping therapy, herbal medicine, counseling program, and rehabilitative exercise program.
This chart shows the number of cases in my clinic from 2002 through 2013. I listed several diseases based on the highest ratio of patients.